Я просто в шоке. Свершилось то, чего мы ждали уже на протяжении целого года. Биткоин наконец-то пробил 20 тысяч долларов и даже не собирается останавливаться, а вместе с остальным рынком продолжает лететь вверх. Это событие просто разрывает интернет, ведь абсолютно все крипто-СМИ ежеминутно публикуют информацию насчет роста биткоина. На самом деле это просто новогоднее чудо, потому что с самых первых дней года биткоин начал активное восстановление и успел вырваться на 30% вверх, буквально за 2 недели. Таких скачков мы не видели со времен ноябрьского пика 2021 года, когда биткоин поднимался выше 60 тысяч. Но все задаются вопросами, неужели можно выдохнуть, наконец-то расслабиться и просто ждать биток по 30 тысяч? На ютубе мнения людей по этому поводу максимально расходятся. Одни продолжают ждать коррекцию, другие утверждают, что это ловушка для хомяков, а некоторые уже готовы к тому, что сейчас всех начнут брить. Но могу сказать одно, лично я в крипте стараюсь меньше обращать внимание на эти ловушки, заговоры масонов и манипуляторов. В первую очередь я отталкиваюсь от самого важного, а именно от экономических отчетов США, потому что именно они прямо сейчас влияют на движение цен крипты. Сейчас эти отчеты просто на вес золота, и уже буквально на этой неделе нас будут ждать несколько таких. Так что сегодня в видео мы уделим им особое внимание. А также помимо фундаментального мы проведем технический анализ биткоина в конце видео, чтобы понять, сможет ли биткоин дойти до 25 или 30 тысяч. Поэтому смотрите ролик до конца и вы узнаете, что происходит с криптой, будет ли коррекция биткоина, где находится новое дно, на каком уровне киты закупали биткоин и как на этом заработать. Перед просмотром обязательно поставьте видео лайк, ведь самым ответственным днем для крипты станет 1 февраля. В этот день Пауэлл будет решать судьбу экономики США, устанавливая новую процентную ставку. Прогнозируют, что ее должны понизить, и это должно поднять цены крипты еще выше, чем после ИПЦ. Поэтому, чтобы вы успели подготовиться, мы уже начинаем готовить для вас подробное видео, так что поставьте этому ролику как можно больше лайков, и оно выйдет гораздо раньше. А теперь без лишних слов желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Что ж, первый и главный вопрос, на который вы скорее всего желаете получить ответ, это почему выросла крипта. Ответ на него есть. И начнем с того, что еще во вторник 10 числа в нашем телеграм-канале мы опубликовали вот этот пост, в котором сообщили, что в четверг выйдет индекс потребительских цен. И есть слухи, что биткоин будет стоить 20 тысяч долларов к концу месяца. Конечно, тогда было сложно представить такую цену и многие ответили нет. Тем не менее, были люди, которые остались верить в такой рост. Но за день до публикации ИПЦ мы выложили еще один пост, в котором кратко разобрали прогнозы по инфляции, ведь прогнозировалось, что инфляция должна уменьшиться. Такие оптимистичные прогнозы положительно повлияли на инвесторов, поэтому мы сразу написали, что в ближайшее время рынки должны быть зелеными, и приступили открывать лонги. Те, кто был подписан на наш телеграм-канал, сделали так же и уже успели заработать вместе с нами. Поэтому, если ты не хочешь пропускать самые важные отчеты и актуальные события из мира крипты, переходи по ссылке в описании и подписывайся на наш телеграм-канал. Поскольку в начале ролика я говорил, что больше отталкиваюсь от состояния экономики США, давайте подробнее разберем, как там обстоят дела с инфляцией и как это будет влиять на дальнейшее движение крипты. Цены в США упали в декабре впервые с мая 2020 года, что является хорошим признаком возможного ослабления инфляции. По данным Бюро трудовой статистики, годовой уровень инфляции упал до 6,5% с 7,1% в предыдущем месяце, что является шестым месяцем подряд годового снижения. Крупнейшим фактором снижения ИПЦ стало падение цен на бензин. Они упали на 9,4% за месяц, что компенсировало рост индексов жилья, которые выросли на 0,8% за месяц и были на 7,5% выше, чем в прошлом году. Замедление темпов инфляции показывает ФРС, что повышение их ставок наконец-то начинает работать. Но для Пауэлла цель инфляции по-прежнему остается на уровне 2%, как это было в начале 2021 года. Экономику продолжает поддерживать сильный рынок труда. На прошлой неделе Бюро трудовой статистики сообщило, что уровень безработицы достигла 53-летнего минимума, упав до 3,5%. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы еще сильнее ослабить экономику США. И такая картина вынуждает работодателей повышать зарплаты. Это хорошая новость для работников, но даже сам Пауэлл говорит, что с увеличением зарплат цены будут только расти. Тем не менее, для ФРС отчет об инфляции в четверг подтвердил, что замедление роста цен приносит свои плоды. Для Пауэлла эти цифры очень важны, потому что именно ИПЦ поможет ФРС сделать
правильный выбор 1 февраля. Напомню, что ФРС уже замедлила темпы повышения еще в декабре, и нам дали понять, что они могут снизить ставки еще больше в феврале, вплоть до 0,25%. Но нам нужно понимать, что свежие данные по инфляции не позволят ФРС так активно понижать ставки. По данным СМИ Групп, шансы повышения ставки на 0,25% в феврале выросли примерно до 96% в четверг, по сравнению с 77% днем ранее. А это дает еще один определенный стимул для будущего роста крипты перед выходом процентных ставок. И на этом также можно будет получить прибыль, как это было после выхода ИПЦ. А если вы не знаете, как заработать на будущем движении рынка, присоединяйтесь к подписке Coin22 Pro. Ведь на пампе после ИПЦ участники Pro заработали от 25% на росте BNB, от 30% на росте эфира, а также уже приступают фиксировать прибыль на монете Avalanche. А все потому, что они вовремя открыли лонг-сделки благодаря качественному и профессиональному прогнозу от аналитиков Coin22. Сейчас рынок максимально волатильный, что позволяет зарабатывать значительно больше, чем в обычное время. Поэтому если ты желаешь получить свою первую прибыль уже сегодня, не упускай эту возможность. Переходи по ссылке в описании и начни зарабатывать вместе с Coin22 Pro. Помимо ИПЦ и будущей процентной ставки, на следующей неделе нас будет ждать еще множество финансовых отчетов, которые могут стать бустом как для роста, так и для падения. Самое важное опубликуют в среду, так что обязательно следите, ведь это будет базовый индекс розничных продаж, который также отражает уровень инфляции путем количества проданных товаров, ведь если он укажет на увеличение продаж, это негативно повлияет на рынок. А также важным является индекс производителей, который покажет, как изменилась динамика цен за декабрь, и само собой ФРС будет обращать особое внимание на эти индексы. А дополнительно к этому опубликуют ИПЦ в еврозоне, что также окажет влияние со стороны европейских криптоинвесторов. А теперь, когда мы более-менее понимаем, в каком экономическом положении находится США, давайте непосредственно перейдем к криптовалюте, чтобы понять, куда она будет двигаться на этом экономическом фоне. И, пожалуй, особое внимание стоит уделить именно биткоину, потому что именно он дает импульс всему рынку. В субботу биток начал активный рост, когда впервые с начала ноября поднялся до уровня 21 тысячи долларов, а это около 30% роста с начала этого года. Он превысил 20 тысяч, и уровень сопротивления 21100 является следующим уровнем, который нам нужно пробить. Это означает, что если покупатели сохранят контроль над рынком, биткоин может вскоре увидеть новый локальный максимум. Риск отката, конечно, есть, поскольку сейчас рынок очень волатильный, но боки пытаются удержать цену биткоина выше 20-дневной скользящей средней. И скажу, что в последние дни им это удается. Общее настроение рынка положительное, поскольку большинство монет показывает рост, а все как раз таки благодаря ИПЦ, который мы разбирали в начале. Из-за того, что биткоин начал активный разворот, было ликвидировано кучу шорт-позиций на сумму около 300 миллионов долларов. А если взять в учет и другие монеты, получается, что 775 миллионов было ликвидировано буквально за пару дней, а это также повлияло на рост. И только представьте, у одного трейдера была ликвидирована шорт-сделка на сумму почти 7 миллионов долларов, поэтому если в будущем ваши сделки, не дай бог, ликвидируются, не расстраивайтесь, а просто вспомните этого трейдера. Еще одним дополнительным фактором для роста станет то, что практически все биткоины, которые сейчас покупают, инвесторы выводят с биржи на холодные кошельки. Во-первых, это связано с тем, что пропало доверие к биржам, а во-вторых, это значит, что инвесторы собираются холдить эти монеты, чтобы продать по более высокой цене. Далее интересный момент касается дна биткоина. Удалось ли нам его пройти и на каком уровне оно находится? Биткоин в настоящее время находится ниже своей 200-недельной скользящей средней. И согласно историческим данным, цена биткоина, возможно, уже достигла своего макроэкономического дна. Исторический уровень показывает дно на уровне 23,5 тысяч, но это если смотреть глобально. В качестве локального дна за последний год выступают всеми известные уровни 16 и 15 тысяч. И эти уровни мы взяли не с головы. Их установили прежде всего киты, которые активно покупали биток в этом диапазоне, о чем мы, кстати, говорили вот в этом ролике. В нем мы наглядно показали, как можно отслеживать кошельки китов и знать, по какой цене они покупают биткоин. Так что посмотрите. Данный сантимент показывает, что количество китов, которые держат от 100 до 1000 биткоинов, за последнюю неделю резко возросло. После краха FTX в начале ноября биткоин-киты агрессивно начали накапливать биток по 16 тысяч долларов и ниже. Собственно, эти уровни и являются потенциальным дном для биткоина. Если рассмотреть с точки зрения цены, то на локальном графике цена находится между недавно сформированной поддержкой на уровне 19 900 долларов и сопротивлением на уровне 21 200 долларов. На данный момент цена находится все-таки ближе к верхнему уровню, а это значит, закрытие вблизи него может стать предпосылкой для дальнейшего роста к зоне 22 тысячи долларов. Если выбрать таймфрейм немножко пошире, можно увидеть вот такую большую недельную свечу. Она указывает на то, что биткоин начинает реализовывать свою ликвидность, которую он накапливал долгое время. И если свеча закроется без длинных фитилей, рост может продолжиться до отметки
в 22 700 долларов. На этом уровне можно ожидать некоторую коррекцию, так как биткоин приближается к зоне перекупленности. Ближайший уровень поддержки для битка составляет 20,5-20 тысяч долларов. В результате мы должны следить за уровнем 21,5, поскольку если этот уровень мы не пробьем, это может привести к движению цены биткоина вниз. В ближайшее время все также будет зависеть исключительно от экономических данных США, но если мы увидим очередное банкротство или какие-нибудь скандалы в криптосфере, это может усугубить ситуацию, и 25 или 30 тысяч мы увидим вообще не скоро. До того, как началась инфляция в США в прошлом году, биткоин стоил 40 тысяч, но тогда инфляция была на уровне 5%, а сейчас 6,5%, что в принципе не так далеко. И если ситуация по отношению инфляции будет улучшаться, это только подогреет рынок крипты, чтобы фиксировать новые максимумы. Дно по большей части уже пройдено, и вернуться на 16 или 15 тысяч будет достаточно сложно, но любой сценарий развития событий нужно иметь в виду, ведь это крипта. Поэтому пока инвесторы продолжают накапливать монеты, это должно только положительно повлиять на цену всей крипты. Сейчас я достаточно положительно отношусь к крипте, ведь мы начинаем входить в новую бычью фазу. Это время может стать неплохим моментом для покупки монет, которые вы долгое время хотели купить. Данные показывают, что инфляция отступает, а это самое главное для будущего роста. Краткосрочная коррекция возможна, но это не значит, что следует лить весь депозит в шорт-сделки. Лучше торговать от сформированных уровней и следить за пробитиями ключевых линий сопротивления и поддержки. Так что если планируете открывать лонги, обратите на эти уровни особое внимание. И конечно будем ждать, как завтра откроется фондовый рынок США. Если откроется в плюс, думаю, будет жарко и начало недели будет захватывающим. Ну а чтобы не пропускать все ближайшие события, новости, а также отчеты, переходите в наш телеграм-канал, где мы 24/7 на связи. А вам спасибо за просмотр, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и как всегда увидимся очень скоро. Всем пока!